Всем привет, с вами, как всегда, я, канал Дядя Миша, и мы продолжаем играть Car Mechanic Simulator 2021. Шароебился, в общем, решил зайти в сарай, посмотреть, может там что попадется интересное, спиздил запчастей, и, в принципе, вот. Я нашел Mitsubishi Lancer и подумал, а хули бы его не восстановить, да? Давайте посмотрим, значит, что по автомобилю. По автомобилю, что тут? 308 лошадиных сил по заводу. Это уже неплохо. Состояние, оно так себе. Тут очень много и мы не знаем. Еще и кучу запчастей не хватает, да? Хорошо. По цене, смотрите, в принципе, цена покупки 32 903. Ориентировочная стоимость автомобиля 30 875. То есть, если мы ее сейчас купим, за 30 875, по идее, можем продать. Давайте купим данный автомобиль, вернем и поставим его в гараж, и также сами вернемся в гараж, плюс еще на 3 тонны тут запчастей накупил, да. Итак, вот в принципе наш лансер, да. Давайте его сразу переставим на моечку, чтобы хотя бы понять, какой у нее цвет. Судя по всему, какой-то коричневый, я так подозреваю, или цвет золотой, или что тут, какой цвет? На нахуй, она черная, ребят. Охренеть. Ну давайте салончик почистим. Угу. Она оказывается черная. Я реально думал, что она какого-то коричневого золотого цвета такого, да. Все, ставим ее на подъемничек сразу. На втором подъемничке у меня до сих пор этот Салим висит, ну и хуй бы с ним. Так, что я хотел посмотреть. Так, по статистике, рама 74%. Придется варить нашу машинку. Давайте ее сразу заварим. Да, конечно, 500 бакарей нам не жалко. Варится машинка. Я, если честно, даже не знаю, не видно было ни ржавчины, ничего. Но говорит, что рама у нас просранная была. Все, 100%. Интерьер 100%. Интерьер это... что я сделал? Убрал. Интерьер это же салон, да? Насколько я знаю. Интерьер это салон. Давайте посмотрим по состоянию. Так, что у нас тут? Стекло, сиденье, капоты. Ну, оно зеленое, но почему-то пишет, что типа 100. 100%. Рама 100%, интерьер 100%. А вот кузов... кузовные детали надо будет заменить. И детали, естественно, заменить. Так, давайте проверим. Ну так мы ее приблизительно же там оценка была. То есть, ну мы ее уже подварили, все, в принципе, да. Нормально, неплохо. Так, ну что, я думаю, раз у нас какие-то детали уже ушатаны, да, вот я вижу там 95. Нет, мы будем восстанавливать под 100%. Будем восстанавливать под 100%. Когда я наконец-то открою, что я смогу ремонтировать кузовные детали, мы будем их, конечно, ремонтировать. А пока мы их просто они у нас либо лежат, либо я их распускаю на запчасти, да. Так, давайте все это снимем. Оно нам не нужно. Мы будем покупать новехенькое. Слушайте, ну, по-моему, ей черный не идет. Ее нужно будет дунуть в синий цвет, я так подозреваю. Так, вроде все кузовные детали сняли. Давайте проверим. У нас должен написать кузов 1. Все, кузов 1, значит, мы все детали сняли. Также интерьер мы трогать не будем, потому что он говорит, что у нас там все зашибись, все красиво, все четко. Давайте сейчас открутим от нее коробочку, чтобы мы смогли достать двигатель. А что за двигатель здесь стоит-то, собственно говоря? Давайте проверим. Двигатель у нас здесь i4 Dodge 4х4. Можно заменить либо на i4 Soch 4х4, либо i4 Dodge 4х4. Хуй знает, чем они отличаются. А давайте ради интереса посмотрим, да. Допустим, придем сюда, на кантователь, и нажмем создать новый двигатель. Так, i4 Dodge имеет 279 лошадиных сил. 4х4, да. iSox 114 лошадиных сил. То есть у нас еще и, можно сказать, турбованная тачка. Это не халям-балям, тебе понял, да? Так, давайте снимем коробочку, значит, где у нас тут, как у нас располагается коробка, давайте проверим. Ага, вот у нас тут такая коробочка, машина, кардана нету, машинка у нас 4х4, то есть 4 ВД. Ну, логично, раз у нас двигатель 4х4 называется.
Плюс, как мы видим, у нас имеется передний привод, да, то есть вот он, передний ведущий мост. И имеется кардан на задний привод. Машинка 4х4. Ну, не знаю по поводу тюнинга, кстати. Тюняжить ее или нет. Что-то, если честно, пока просто не хочется. Хочется просто ее восстановить, да. Ну, естественно, скорее всего, кузов мы затюняжим, потому что у нас же все-таки турбодвигатель, да, можно даже так сказать. Это корпус дросселя. А где турбина? Нет турбины. Ну вот турбокомпрессор, как я и говорил. То есть, в принципе, турбированный движок. Давайте ее тогда сделаем помощнее. Ой, не помощнее, а погрознее вид. Тем, что что? Правильно. Затюняжим кузов. Так, теперь давайте открутим все-таки коробку передач. Угу. Все, коробочку мы отсоединили. Здесь больше, по идее, ничего мешать не должно для того, чтобы краном для двигателя снять данный двигатель. Во, как сказал. Так, переставим на первый подъем. Совершенно верно. А еще что такое? Карта города. Нихуя себе, я ее первый раз вижу здесь. Охуенно. Так, ладно. Давайте вынем. Ну ладно, хорошо. Говорит, масло слейте. Ладно, так и быть. Сольем масло, нетрудно, в принципе. Быстро, нетрудно, сольем. Давайте переставим первый подъемничек. Сольем маслица. Что у нас тут? Чернота. Хорошо. И переставим обратно. Уберем, спустим машину и вытащим двигатель. Двигатель мы, как всегда, разберем на той нашей замечательной штуке. Так, извлекаем двигатель. Отлично, двигатель извлечен. Теперь давайте поместим его сюда. Да, этот двигатель я хочу сюда поместить. Хорошо, двигатель здесь на месте у нас стоит. Там же мы его и соберем. Так, переставим кран на место. Убирайся. Кыш отсюда, да? Давайте здесь снимем все запчасти, которые у нас тут есть, ненужные, да? Так, это вот воздушный фильтр, даже не закрытый, потому что нет ни хрена радиатор. Угу. Знаете, что я заметил? Какую бы мы машину не покупали, неважно, гараж или свалка, у них нет никогда масла, куда заливать гидроусилители, и нету, расширительного бачка никогда. Я не знаю почему. Но я еще не встретил ни одну машину, где это хотя бы конченая стояла. С чем это связано? Почему? Нахрен так сделали? Не знаю. Ну, факт остается фактом. Ну, типа пластмассовый бачок быстро ломается, что ли, или что, и поэтому его никогда невозможно найти. Так, вроде все под капоткой, вроде все. Давайте поднимем. У нас еще одного диска не хватает. Ну, ничего страшного. Я думаю, мы с вами, значит, зря вытащили все это говно. Надо было сначала докупить запчастей, которых не хватало, а потом, ну ладно, ничего страшного. Давайте разбирать, там уже я как-нибудь разберусь. Либо будем их покупать во время сборки, как мы уже не раз делали, да, то есть нам не привыкать. Ничего страшного, я думаю. Ладненько, давайте сейчас быстренько разберем ходовую часть машины и приступим к двигателю.
Так, ребят, ну что ж, мы все разобрали, и теперь нужно отремонтировать. Вот смотрите, у нас, допустим, не было топливного насоса, да, но я его нашел на свалке, и теперь у нас есть топливный насос. Это ли не круто? Я думаю, что круто. Вот, так что, блин, взял сломал. А, нет, еще не сломал, еще повезло, повезло. Вот. То есть какие-то запчасти, да, они могут быть лишними, но в будущем могут пригодиться. Поэтому я думаю, что стоит покупать все это. Вообще зря я с самого начала, наверное, все запчасти продавал, потому что рано или поздно они, скорее всего, пригодятся. Либо они просто будут захламлять мой инвентарь, да? Может быть, не знаю. Не могу сказать точно. Надо будет попробовать посохранять. Ладненько, я сейчас быстренько все отремонтирую, потому что 9 страниц ремонта. Записывать и показывать вам вообще не вижу смысла. Потому что, ну, это геморно. Вы представляете, я вот так вот сижу и ремонтирую каждую детальку. Это же не каждый нормальный человек выдержит эту хрень смотреть. Это, конечно, не прикольно сделали, что типа ввели вот эту вот игрушку, мини-игру внутри игры. Но, блин, она, знаете, она прикольно первый там раз 5, да, когда ты ремонтируешь детали, а потом это настолько заебывает, если честно, вот это вот геморроить, вот эту вот всю фигню. Ой, ужас какой просто. Ладненько, вернусь, когда отремонтирую все это говно. Так, мы вроде все отремонтировали, что я смог. Кузовные я по-прежнему не могу, потому что нужен 6 уровень. А, ну мы еще можем тут это, проточить тут диски всякие разненькие. Так, это долго, сейчас быстро перемотаю, обрежу вам этот кусок. Так, и вот последний диск мы снимаем. По инвентарю, по тормозам шоу у нас. Так, давайте сортировку по названию сделаем. Так, 3 вентилируемых, 2 задних, хуева тьма суппортов. Ой, да у нас тут все хорошо. Единственное, с колодками напряг у нас, их надо будет купить. Давайте тогда, наверное, сразу купим колодочки, да? Так, колодки. Сразу 4 штуки у нас же сзади вроде же тоже тормозные. Так, и давайте посмотрим по тюнингу кузова. Да, имеются запчасти. Это задний бампер, капот, задние фары, передний и передние фары. Передний капот. Ой, бампер. Не так много, как хотелось бы. Так, в подвешенном состоянии тут стоит. Давай спускайся, а сейчас будем тебе кузовщину собирать, чтобы ты по красоте была, езжи. Так, давайте соберем это. А, подождите, нам же еще нужно купить обычный кузов. Так, значит, крышка багажника, стекла, бампер у нас есть, капот у нас есть, двери. Так, это есть. Крылья, шмрилья, капот. Слушайте, передний бампер здесь, по-моему, лучше выглядит, чем тюняженый. Мне так кажется, не знаю. Так, это все купили, и последнее стекло. Ну-ка, давайте капотик. Да, он покруче, конечно, выглядит капотик. А бампер? А, бампер, смотрите, без буквы H, типа, да, вырезали букву H. Так, давайте фары тюняженые, типа, да, линзованные. О, преображается машинка. Номерной знак. Давайте еще один я такой куплю тогда, чтобы 2 одинаковых стояло. Так, вернемся в самый конец. Вот. Значит, мы забыли на прошлую машину поставить номерной знак. Почему у меня один всего лишь, да? Так, лобовик.
Угу. Левая дверька. Давайте стекла в двери, естественно. Зеркала. Слушайте, они точно такие же, по-моему, зеркала, как были у предыдущего Nissan Skyline. Прям один в один, по-моему, они там точно так же выглядели. Могу ошибаться. Надо будет пересмотреть ради интереса. Так, заднее стекло. Левая тюняженная фара. Задний бампер. Ух, как, блядь, она какой-то квадрат, нахуй. Это не бампер, это просто, блядь, кусок квадрата. Ладно, пусть будет так. Раз разработчики видят такой бампер, пусть будет, ладно. Не будем с ними спорить, они знают лучше, да? Так. Захуярим вот сюда еще дверьку. Естественно, стекло. Боковое стекло. Ой, зеркало заднего вида и этот. Так, ну вроде, смотрите, вроде ничего, да, так выглядит. По состоянию у нас все. Кузов 99. А почему? Что забыли? Что не поставили? Вроде все стоит. А почему 99? Потому что не крашеный, что ли, или что? Не понял прикола. А почему кузов 99? Я что-то старое поставил? Ну-ка, давайте проверим. Кузовщина. Так, это 100% ничего нету. 100% правое боковое зеркало. А я туда что, старое поставил, что ли? Ну-ка. Давайте снимем. Так, давайте попробуем поставить. Неужто я старое поставил? Ну-ка. Статус. 100% в натуре. Старое, походу, поставил. Ладно, ничего страшного. Так, теперь что? Что нам нужно сделать? Собрать его, наверное, на ход нужно поставить, да? Для этого... смотрите, мне же нужно сначала вот эту фигню разобрать. Так, разберем ароматизаторы. Снимем покрышку. У нас всего 2 колеса с покрышкой. Так, это убираем. Разбираем следующий. Можно ремонтировать, нельзя. Сейчас проверим, я не помню сейчас. Так, снимаем. Еще разбортируем последнее колесо. Это тоже снимаем. Можно ли запчасти... Нет, нельзя. Ладно, пусть. Ничего страшного. Так, и здесь забираем покрышку. Все, мы больше ничего не можем разбортовать. Нет, у нас нету запчастей. Все, отлично. Теперь давайте проверим, какие здесь тапки стоят у нас родные, да? Так, для этого мы пойдем сюда. А где у нас пишется на D-диск? Так. Где? Вот здесь должен быть. Диск Classic 18B. 18B, да? Ну-ка. Вот они. И резина на 235/45/17. Так, что за резина у нас тут? Стандартная резина. Давайте ей поставим гоночную резину. Так, покрышка гоночная. Ой, да давайте обычную черную возьмем. Или да ладно, хуй. Так, количество нам нужно 4 штуки. Что там было, блядь? Я помню, что 17. Ёбана в рот. 235/45. Так, давайте. 235/45. 4 покрышечки нам, пожалуйста. И диски, ну я не знаю. Что, будем брать стандартные или какие-то выебистые? Какие здесь есть прикольные выебистые? Хромированные, мрамированные. Давайте вот такой диск 22/17 возьмем. На 17 4 диска возьмем. Интересно, их покрасить можно? Давайте попробуем их покрасить. Ради интереса. По-моему, диски красить можно. Ну, заодно проверим. Так, сейчас хлебну воды. Святой. Так, погнали. Покрасочная. Можно ли красить диски? Я не вижу пока диски. Вот они есть, да? Мы вот они купили. Ага. Машину, ладно, мы оставим, допустим, черную, да? Какими мы сделаем диски? Зеленый. Ужасно будет смотреться. Красный с черным. В принципе, можно. Или вот такие розовенькие сделать. Какие бы сделать? Или вот такие вот. Ну, смотрите, вот, в принципе, с черным цветом, я думаю... Вот такие, по-моему, с черным будут смотреться, да? Давайте, да, покрасим вот в такой цвет.
белый, думаю. Ладно, давайте такой. Заколхозим. Так, давайте следующий диск. Блять, у меня тут столько запчастей. Где следующий диск? Вот следующий диск. Так, красим в такой же цвет. Так, и... Ой, следующий. Блять, как они далеко все расположены. Так, тоже вот такой вот скрасим. Отлично. И последний диск красим в такой же цвет. По-моему, это будет колхоз, но и хуй бы с ним, да? Мы тут не собираемся устраивать шоу. Все, хорошо, диски мы покрасили. Диски мы покрасили. Все, мы молодцы. Так, валим отсюда. Выходим. Идем к машинке. Бортуем наши диски. Давайте забортуем их сразу. Так, забортовать, да, вот эти вот прекрасные диски с этой новой резиной пиздатой. Опа, да, они неплохо смотрятся, ребят. Ну, что вы, блин, сразу начинаете? Колхоз, нормально смотрится. Все. А не, на черной будет обалденно смотреться. А может, мы машину вообще в другой цвет перекрасим? Откуда мы знаем? Да, хуй его знает. Правильно, правильно. Так, снимаем. Еще 2 диска нам нужно забортировать. Давайте пока там бортируется один хотя бы от этого. Отбалансируем, да? Ага, один отбалансировали. Так, этот снимаем и бортируем новый. Все, отлично. Ну и балансировочку. Естественно, куда же без нее? Куда же без балансировки? Отлично, сняли. Ставим следующий. Так. Раз. 2. Готово. Отлично. Так, забираем и тоже на балансировочку. Отлично. Так. Так. Все, 2 раза. Так, и еще меня, знаете, что интересует? Меня интересует подвеска. Так, давайте сортируем по названию. Верхний подшипник переднего ароматизатора. А, собственно говоря, какой он здесь? Передний А. Потому что у меня, видите, 2 штучки. Передний А. Давайте тогда закупим сразу, да, потому что это нам понадобится. Для этого мы перейдем вот сюда. Купим вот эти 2 штучки. Так, это задний. Так, вот передний А. 2 штучки. И нам нужна, собственно, передняя пружина. Тоже 2 штучки. Отлично. Давайте это все соберем. Собрать детальки. Отлично. Забираем. Я сбор нажал? Ну, вроде сбор. Так, собираем. Все, это у нас готово. Ну что, давайте начнем с двигателя. Я думаю, мы сейчас тут... Ого-го-го. Сколько нам запчастей нужно будет покупать? Вот, например, блок цилиндров. А слушайте, а почему блок цилиндров нельзя отремонтировать? Я же раньше ремонтировал. Кстати, смотрите, потом можем диски ремонтировать начал. Но для этого нам нужно реставрацию поднять. Так, что нам нужно уже? Вот видите, уже начались проблемы. Блок цилиндров 14B, да, то есть мы идем, ищем. Так, блок цилиндров 14B. Оно вообще правильно? Ну, вроде мы сняли этот блок. Давайте ставим. Так, коленвал сейчас опять не будет, да? Вот коленвал 14B и понеслась работка вот это вот. По закупу, блядь, так. Коленвал 14B берем. А мы вообще какой двигатель, блядь, собираем? Мы разве тот двигатель собираем? Потому что у меня только предчувствие, что мы не тот. Так, поршни, видите? В общем, я думаю, нужно включать быструю запись и, как обычно, все делать быстренько, чтобы ваше время не тянуть, да?
Так, двигатель готов, но как вы видели, хуй его тьму деталей все равно пришлось покупать. И причем очень много деталей пришлось покупать. Я думал, будет поменьше. Так, переставим на первый подъемничек. Давайте установим. Вон там. Все, отлично. Так, кран уберем отсюда. Все, он нам не нужен. И начинаем нашу сборку под капотом и ходовочку. Take me home tonight. I just wanna show you the true light. Light me up and make me feel alright. 'Cause baby, we are always shining bright. Take me home tonight. I just wanna show you the true light. Light me up and make me feel alright. 'Cause baby, we are always shining bright. Take me home tonight. I just wanna show you the true light. Light me
Итак, вроде готово все. Ну-ка. А почему вот он в конце пишет, что у нас руль, заднее сиденье плохое, но при этом здесь везде 100%? Странно, странно. Блять, комар укусил меня, ёпта. Так, ага, все, у нас тут же зашибись. Машина, в принципе, полностью собрана. Все на 100%, все зашибись. Так, ее нужно в покрасочный бокс переставить и, собственно говоря, покрасить наш Mitsubishi Lancer. Так, а в какой цвет мы будем красить? Вот, в принципе, ой. Так, вот она как выглядит у нас на заводском. Черная с фиолетовыми дисками, да? Блин, жопа у нее, конечно, квадратная, страшная, пиздец. Может, ее белый думать? Или такой вот, наверное, темно-серый, да? О. А? Красота, да? Матовый еще нет, матовый. Перламутровый. Хром. Ну, металлику нормально смотрится, да? Ну, блин, у нас тогда фиолетовые диски как-то не очень смотрятся. Надо ее, знаете, такой тоже яркий цвет какой-то покрасить. Чтобы фиолетовые диски смотрелись. А они у нас теперь не смотрятся. Или ее тоже вот в такой вот цвет. Приближенный, да? Или это он и есть, в принципе. Ну-ка, ну-ка. Блин, ну бампер задний, это, конечно, пиздец. Просто, блядь, табуретка прикрученная. Скамейка, ребята. Да пофигу, блин. Давайте так ее дунем, посмотрим, есть ли у нас что-нибудь. Вот, тут у нас еще наклейкой какой-нибудь разбавим все это говно и все. И будет все по красоте. О, как у нас Skyline мы делали. Смотрите, один в один, блядь, наклейка. Есть что-нибудь другое вообще? Ну понятно, короче, ничего интересного. Две полоски серого цвета, как у Sky. Белый, как у Sky. Какой-то синий. Синий, как у Sky. Короче, пусть будет это уродина. Все, вот так пойдет, нахуй. Будет уродина, короче. Все. Машина уродина готова. Так, ну что, ее, наверное, нужно загнать на диагностику. Быстро геометрию колесик сделать, да? Давайте. Так, это нам не нужно. Геометрию, ну, естественно, у нас тут все завалено нахуй. Так, отлично. 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 И отлично. Все. Теперь проверим фары. Фары у нас теперь бамперы освещают. Так, это левая фара отлично. Правая фара у нас небо освещает. У нас вот так фары, блядь, светили. Одна вверх, другая вниз. Так, все, фары отрегулировали. Ну, давайте ее все-таки на диностенд загоним, посмотрим. Так, а номер спереди я вижу, а сзади есть. Так, давайте ее на диностенд загоним, посмотрим, что она способна выдать, да? Ну, в принципе, я думаю, она выдаст то же самое, что и здесь, потому что мы ей никакой тюнинг не ставили, то есть она должна у нас выдавить 308 лошадиных сил, по идее, 308 лошадиных сил она должна давануть, и, в принципе, с нее хватит. Давайте посмотрим. Ну да, в принципе, изменений у нас ни вверх, ни вниз. Все отлично, машинка работает. Шикардос. Ну, давайте съездим, наверное, на трек, посмотрим, сколько она вообще может выжить. Ради интереса, просто ради интереса, потому что я даже не знаю. Так, нет, подожди, я ее куда-то переставил. Отлично, на первый подъемник. Так, давайте заедем на скоростной трек. Выберем эту машинку. И попробуем посмотреть, сколько она нас выжмет. Итак, вот мы, собственно говоря, на треке. Не, ну задний бампер это просто скамейка. Блять, какой он страшный, а. И он еще называется тюняженный. Ё-моё. О, машина уехала без меня. А далеко она такое едет? Из вида сейчас пропадет. Пропала. Так, едем 200 с лишним уже неплохо. Ну, 220, я думаю, если она выжмет, это уже прогресс будет. На 300 кб. О, она даже дальше пошла.
Блин, а здесь есть бесконечный трек, чтобы точно удостовериться, сколько машина реально может положить максималку. 240. 241 в самый конец мы пустили. Ну-ка, а туда, если поехать, там что такое? Я туда никогда не ездил. А, это типа кольцевая. Раз сюда, короче. И все, и в обратку, да? Все, я понял, это типа кольцевая. Можно будет вот так вот по кольцу ездить, проверять, на что она способна. Ну, 241 она, в принципе, выжила. Сейчас мы зашли на скорости в поворот. И едем 2,2 километра, так что я думаю, она 242 сделает, да? Или не сделает, сейчас проверим. 231. Ну вот-вот уже трек кончится. 41, 42. Ну, как я и сказал, 42. Машина ужасная, мне не понравилось, если честно, с ней работать. Она некрасивая, она страшная, тюнинг у нее тоже некрасивый. Если сравнивать с Супрой и Nissan Skyline, то она вообще страшная. Тюнинг у нее просто ужасный. Нет, ну вы посмотрите на этот задний бампер. Ну что это? Что это? Это просто скамейка воплоти, ё-моё. Я даже не знаю, как это назвать. Убогий бампер. Ну, у нас навигация есть, нихуя себе. Тут мы на месте на ней стоим, никуда не двигаемся. Зеркала не работают. 220. 230. А мы даже еще не набрали. 241, 42. Не успели, 43. 242 километра мы выжили. Давайте в гараж. А так, ребят, что я могу сказать? Машинка мне совершенно не понравилась, работать с ней не понравилось, она неинтересная, вряд ли я ее еще раз возьму. Может быть, затюняжить, посмотреть, сколько кобыл из нее можно выжить, может быть, возьму. Так, ну, самое интересное, это цена продажи сейчас за нее, и я думаю, это все, что здесь может быть интересно. Так, давайте посмотрим состояние автомобиля. 250 тысяч километров она проехала, вот, 250 тысяч 826 километров пробег. Что здесь еще можно посмотреть? Кузов 100, детали 100, рама 100, интерьер 100. Пожалуйста, заводская мощность 308 лошадиных сил, так и осталось. Все новенькое, да, и по цене, ну, в принципе, неплохо. Мы купили за 32 903 ее, да, и прибыль у нас составляет 63 тысячи, считайте половину. 95 тысяч мы на ней заработали. Я считаю, это неплохо. Ну, в принципе, нормально, если считать, что мы на Skyline почти сотку заработали. Я считаю, это шикарно. Я считаю, шикарно. Что это за размытие? Итак, ребят, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!